Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, как можно отрегулировать окна, чтобы было дома тепло, уютно. Окна бывают разные, маленькие, средние, стандартные, витринные, большие, но они выполняют одну же и ту же функцию. Пропускают нам свет в дом, чтобы было бы светло, и тем же самым они пропускают и больше всего холод. Когда у вас окно закрыто до конца, но у вас остается щель между дверкой и рамой окна. И через эту щель проходит холод, задувает ветер. Данная щель может образоваться из-за того, что у вас может быть старое окно и уже немножко подносились резиночки, так сказать, стали твердые, неэластичные, или у вас отрегулировано окно на режим летний. Сейчас я вам покажу, как можно отрегулировать и выставить летний, средний и зимний режим. Эти режимы отвечают за то, как прижимается дверка к окну. Плотно, средне или еле-еле. От этого и зависит нашего окна герметичность. Покажу вам наглядно, где находятся эти регулировочные винты, как этими регулировать винтами и так далее. Ну что, погнали. Итак, смотрим по окну. С левой стороны, где ручка находится, есть регулировочный винт 1 посередине. Сверху второй на угле. И самую верху третий. С правой стороны, там где петли, еще один есть винт регулировочный, такой же самый. И еще находится пятый регулировочный винт, именно вот в этом механизме, который нам разрешает открыть окно на половинку. Вот где он находится. Видите, конусной формы и выглядит одинаково, как и те остальные. Это всего 5 винтиков на среднем окне. Если было бы это витринное окно, было бы от 5 до 7 винтиков, на 2 больше. Если бы это было бы окно маленькое, где устанавливается именно в ванную комнату, там было бы 2-3 винтика. Искать их надо вот в этих местах, на любом окне. Они на каждом окне есть. Теперь попробуем отрегулировать. Вот перед вами этот регулировочный винт. И данный винт регулируется именно вот таким шестигранником, четверочкой. Как видите, данный винт имеет прорезь. Плюс у него с одной стороны прорезь подлиннее, с другой стороны покороче. У нас сейчас окно отрегулировано на средний режим. Видите, прорезь стоит вот так, вертикально. И сейчас, как у нас отрегулировано на средний режим, дверка прижимается к раме окна средняя, не очень плотно. Поэтому будет немножко задувать ветер. Если мы отрегулируем на летний режим, у нас будет даже уже маленькая щель и будет очень сильно задувать ветер. Если мы повернем вот так, то мы отрегулировали на летний режим. У нас теперь к окна раме будет прижиматься дверка окна очень мало и будет очень большая щель. Теперь попробуем отрегулировать на зимний режим. Если повернули мы вот этой стороной, где прорезь побольше, длиннее, к внутренней части окна, значит, мы отрегулировали на зимний режим, и у нас уже дверка будет прижиматься к раме окна очень плотно, и уже задувать ветер будет минимально, поэтому дома будет и теплее. Вот так это все регулируется. Очень легко и просто. Можно выставить любой режим из 3. Если вы хотите выставить режим зимний, то надо выставлять на всех остальных регулировочных винтиках. То же самое положение. Если зимний, то зимний. Если летний, то летний и так далее. По-другому у вас деформируется окно, если будут винтики по-разному отрегулированные. Если вы живете там, где у вас тепло и зима бывает несерьезная, то вам достаточно среднего режима. Если у вас зима бывает серьезная, вам надо ставить зимний режим. Ну а если вы живете там, где тепло, то естественно может быть и летний режим. Я вам рекомендую лучше всего эти эксцентрики, винтики регулировочные постоянно не крутить и не менять режимы.
а выбрать, так сказать, золотую серединку под ваш регион. Например, вы выставили зимний режим. И все, и больше не меняйте, если у вас холодный регион, где вы живете. Так как в окне устроен есть механизм, который разрешает при помощи ручки открыть окно на микрик. Есть два положения. Когда окно закрыто, мы поворачиваем ручку 45 градусов и чувствуем такой щелчок. У нас окно немножко приоткрылось. Вот уже у вас получился средний режим, так как у вас был выставлен зимний. Дальше поворачиваем ручку в открытое положение окна. Нам окно открывать не надо, мы поворачиваем ручку еще на 45 градусов. Вот смотрите, какой зазорчик появился теперь. И у нас окно открылось еще побольше. Вот, видите? Поэтому и я не рекомендую крутить эти эксцентрики постоянно, так как их не очень хорошо постоянно крутить, они могут выйти из строя. Лучше всего выбрать, как я и говорил раньше, золотую серединку. Вот как-то так. Конечно, каждому свое, выбор за вами. Может, кому-то будет информация и полезная. Всем спасибо за внимание. Пока.